Здравствуйте! То, что я вам здесь скажу, сбудется буквально за 8 дней. Поэтому приготовьтесь слушать. Карты Таро никогда не обманывают. Они всегда говорят то, что есть, но человек может додумывать, приукрашивать или что-то переворачивать. Однако, если вы посмотрите снова на карту, оглянувшись, вы поймете, что сбылось все так, как и говорили карты. Итак, у нас с вами будет 4 позиции на Таро «Чернильные ведьмы». Это замечательная колода Таро, она мне очень-очень нравится. И также потом я расскажу то же самое, но для знаков зодиака. То, что я вам скажу, сбудется за 8 дней. Мы с вами посмотрим прогноз. Прогноз на 8 дней. Эти карты Таро замечательно рассказывают, поэтому обязательно посмотрите все знаки, которые есть на ваших картах. Итак, пока я перемешиваю карты, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео, а после просмотра вашей позиции и вашего знака зодиака обязательно напишите комментарий. Тщательно перемешиваем колоду Таро. Таро «Чернильные ведьмы», я повторяю. Итак, снимаем 3 раза, чтобы посмотреть напутствие высших сил. Представьте, что вы сидите у меня дома, и мы с вами пьем чай или кофе и гадаем. Итак, давайте посмотрим. 7 мечей. 7 мечей показывает раскол. Меч в камне, который меняет все на самом деле. В скором времени в вашей жизни появится очень сильный человек, способный вытащить меч из камня. И после этого произойдет вот какой-то большой бум. То есть те, кто сейчас смотрит сначала это видео и смотрит послание высших сил, знайте, что в вашей жизни скоро наступают кардинальные перемены. Именно в связи с тем, что вы сталкиваетесь с очень сильным, мощным человеком, который будет долго в вашей жизни. Хорошо, давайте теперь посмотрим наши 4 позиции. То, что я вам скажу с помощью карт Таро, сбудется в ближайшие 8 дней. 8 дней с момента вашего просмотра, а не с момента записи видео. У каждого просмотра в свое время. Именно поэтому мои гадания сбываются всегда. Потому что каждый открывает в свое время, когда ему суждено. И тогда ему это и суждено, чтобы оно сбылось вот в этот период жизни. Итак, вытаскиваем 4 позиции. Эти 4 позиции отражают, по первой карте вы смотрите, что у вас сейчас в жизни происходит. Какая у вас сейчас в жизни стадия, фаза или событие, можно так сказать. Вот мы с вами достали 4 карты. По ним вы можете ориентироваться, но также вы можете ориентироваться по камушкам. Первая позиция, вот такой вот замечательный оранжевый камушек из Мексики. И люди считали его камнем солнца. Второй вот такой зелененький камушек, он называется серпентин. Третий беленький с серенькими прожилками, да, как будто бы мраморный. Вот он называется гавлит. А 4, он должен быть коричневый, но у него есть и вот такие сиреневые, какие-то серо-фиолетовые, может быть, оттенки. Это карнелиан. 1, 2, 3, 4 позиции. Кальцит, серпентин, гавлит и карнелиан. Выберите либо по камушку, либо с помощью генератора случайных чисел, либо по номеру позиции, либо по трактовке первой карты. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А я начинаю с самой первой позиции, остальные убираю в сторону. Я еще раз повторяю, пока убираю позиции, что мы гадаем на Таро «Чернильные ведьмы». Вам нужно помнить об этом, что я много раз в видео повторяю, что это за карты Таро. Многие спрашивают снова, а что это за карты Таро? Видимо, не смотрят видео. А я ведь повторяю и повторяю. Итак, наш кальцитик оранжевенький. Первая позиция. Смотрим, что у вас сейчас в жизни происходит. 6 жезлов. Здесь у нас это вот такая вот карусель, да? Карусель, лошадки.
Карта показывает, конечно же, состояние хождения по кругу. Она говорит о том, что есть в вашей жизни радость, что есть в вашей жизни какие-то, ну, победы, успех, и на самом деле вы молодец. Но также есть какая-то зацикленная история. И эта история повторяется, повторяется и повторяется, и вы не можете выйти из замкнутого круга. Так же, как люди катаются на карусели, так же и вы катаетесь по этой истории, по кругу. И вы знаете, это кармическая история. Она будет повторяться, пока вы что-то для себя не усвоите, не приобретете тот опыт, который необходим из-за этой истории. Соответственно, может быть, вы допускаете всегда, вот наряду с тем, что вы победитель по жизни, лидер, да, но одну и ту же ошибку. Может быть, в отношениях с людьми, или, может быть, там, не знаю, в личной жизни, в работе, в семье. Но пока вы делаете одно и то же, жизнь-то идет, и вам нужно взять и выйти из замкнутого круга. И вы тогда будете полностью молодец. Ну, то есть человек, у которого и победы есть, и достижения есть, и деньги есть, и личная жизнь налажена, да, и семья. И в то же время он вышел, наконец-то, из круга своей вот этой одной и той же ошибки зацикленной. И он развивается, он идет дальше, он теперь может абсолютно все. Вот попробуйте выяснить, а что же вы делаете такое одно и то же. Хорошо, давайте теперь посмотрим. Вот то, что я вам сейчас скажу с помощью наших карт Таро, сбудется в течение 8 дней. Поэтому достаем с вами 5 карт. И будем их по одной разбирать, да? То есть у вас вот какие-то вот в ближайшие 8 дней будут события определенные. Просто так вы бы мое видео не открыли, потому что YouTube его не рекомендует никогда. Поэтому вы бы просто так не открыли. Если наткнулись, значит судьба. Только судьба приводит всех на мой канал, иначе не бывает. Давайте посмотрим. Итак, смотрим 5 карт. Четверка жезлов. Четверка жезлов. Дальше следующая карта. Императрица. Шестерка пентаклей. Семерка жезлов. И последняя карта. Девятка кубков. У вас все карты вышли очень хорошие. Первая позиция. Вам повезло в этом плане. Все карты очень хорошие. Что могу здесь сказать? Вот ваши 8 дней, да, события этих 8 дней. Я вижу здесь все-таки бенгальские огни. Это праздник, это радость, это повод для радости. Карта показывает какой-то успех, достижение чего-то. Или приглашение на праздник, вечеринку, не знаю, день рождения, дискотеку, свадьбу. Карта всегда говорит о том, что человек что-то отмечает, что он веселится в кругу друзей, что ему в этом кругу хорошо и приятно, может быть, в кругу семьи. Карта великолепная. Она всегда говорит о везении, о удаче в жизни, о том, что вот эти 8 дней, вот они вот у вас начались, да, с этой карты, они, в принципе, уже благословенны. Они у вас уже все будут хорошие. Вообще, учитывая, что все 5 карт у вас хорошие, да, конечно же, это говорит о том, что и эти 8 дней будут замечательными. И в эти 8 дней вы можете очень много в чем преуспеть. Но я вас, знаете, как предупреждаю, вы можете опереться на карты и ничего не делать. Но тогда что же произойдет в эти 8 дней? Ну, ничего и не произойдет. То есть, если вас куда-то приглашают, туда нужно пойти. Если вы собирались устроить праздник, устраивайте. Дальше у нас императрица. Всегда говорит карта об общении с женщиной, и это общение очень продуктивное. Но также небо, там руки Всевышнего протягивают вам корону. Карта, конечно же, говорит о том, что может быть перспектива повышения вашего социального статуса, авторитета в обществе, продвижение по карьерной лестнице, что какие-то наметки к этому идут. И может быть источник этого все-таки какая-то женщина. Женщина-императрица – это главная женщина. Она занимает в жизни людей очень-очень большую роль, да, играет роль, большое место, занимает важное место. И, соответственно, для вас эта женщина важна.
То есть вы будете в ближайшие 8 дней общаться с этой женщиной, взаимодействовать с этой женщиной, быть рядом с ней, что-то там вот может быть вместе, да, решать. Она вам будет помогать, она вам будет содействовать. Она может помогать как в работе, так и просто в семье, в личной жизни. Может быть, ну, не знаю, ваша мама посидит с детьми, да. То есть у каждого же своя жизнь на самом деле. Иногда мы общаемся с доброй начальницей, которая показывает наши какие-то перспективы в карьере, добавляет там нам, не знаю, заработную плату, потому что, видите, от императрицы идет, по сути, шестерка пентаклей. Это когда ты вроде как меньшее состояние имеешь, она большее, и она протягивает тебе деньги. То есть у вас идет денежное прибавление в ближайшие 8 дней, и я считаю, что это все равно связано вот с этой женщиной. И идут перспективы того, чтобы больше, может быть, получать, зарабатывать. Если ваша мама сидит с детьми, значит, вам больше времени на то, чтобы зарабатывать деньги, правильно? Если ваша начальница вам благоволит, общается с вами, или сотрудница по работе, конечно, это может означать там, да, повышение достатка, заработной платы, премии или еще что-то такое. Но карты явно показывают некий успех или подарок судьбы. Вот бывает такое, что вот он праздник, да, туда приходит женщина и дарит денежный подарок. Тоже ведь вариант. Вот в любом случае здесь идет, что вам кто-то помогает. В ближайшие 8 дней будет кто-то помогать женского рода. И, соответственно, позаботиться о вас Вселенная через эту женщину. И да, вот идет вот эта поддержка. Кто-то подставит вам плечо. Я считаю, это очень замечательная карта. Дальше мы видим здесь семерку жезлов. Семерка жезлов показывает, что есть змейка. Она охотится за хомячком или мышкой. И мышка взобралась на веточки, она не сдается. Вот у вас в ближайшие 8 дней есть как бы, ну, как для вас какое-то препятствие, или вам покажется опасность, может быть, или человек какой-то нехороший. Но вы взберетесь от этой опасности или от этого человека на дерево, и все. Вы будете начеку, то есть вы бдите. И, конечно, вы преодолеете трудности, вы кого-то заткнете, так скажем, за пояс и дадите отпор, даже если вы маленькая мышка по сравнению с огромной змеей. Вот понимаете, не всегда наш размер, наши какие-то заслуги, социальный статус, денежное положение, там, да, состояние или еще что-то влияют на то, как мы преодолеваем там, наших врагов, недоброжелателей. Скорее влияет случай. Рядом оказались веточки, да, куда можно было забраться и сидеть тихо. Вот тут то же самое у вас в жизни. Получается, вы сможете избежать какого-то наказания или поклепа, или нападения. И вы будете знать, что дело не в вашей какой-то физической силе или не в вашем, там, не знаю, недюжинном уме, а просто дело вот случая, что иногда и маленькая мышка побеждает. Ну и следующая карта у нас замечательная карта, это девятка кубков. Как вы знаете, здесь у нас это очень большое изобилие растений, которые все цветут, растут, там пахнут, да. Как вы знаете, девятка кубков – это карта исполнения желаний. Вы можете прямо сейчас, на эти 8 дней, загадать какое-то небольшое желание. Не надо загадывать, что вы станете за 8 дней знамениты, богаты, выйдете замуж, родите 3 детей. Но можно загадывать что-то небольшое или хотя бы начало вашего пути. Или какие-то продвижения, надежду на что-то, да. То есть то, что вы чувствуете, что на самом деле может реально сбыться. Я не могу вам здесь в видео онлайн пообещать, что вы за 8 дней станете совершенно другим человеком. Но девятка кубков – карта желаний. И вы можете просто загадать для себя какое-то желание на будущее. Вообще девятка кубков – это карта комфорта, хорошего настроения, времяпрепровождения, тишины, спокойствия. Вот понимаете, вот после бури небольшой такой, да, вот что вы прячетесь от вашего врага, вы будете отдыхать, радоваться, и у вас в жизни все будет хорошо. То есть вот карты здесь Таро очень светлые. Вот, вообще карты Таро, они никогда не обманывают человека, да, они всегда ему говорят то, как вот у него есть. Просто человек начинает ожидать гораздо большего. Он, когда видит хорошие карты, он прям, не знаю, фейерверков ждет и салютов, которые в честь него будут пускать.
Но на самом деле вам нужно приземлиться. Попробуйте вот просто понять, что это будут хорошие, добрые 8 дней. И да, вот тут будут вот такие события. Вы можете потом, знаете, вот так вернуться назад и осмотреть эти карты. Вот что у меня было за 8 дней. И посмотреть эти карты. И вы увидите, что все сбылось. Просто, может быть, сейчас вы в эйфории, да, находитесь, но вот оно более приземленно, но все равно сбудется. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Что вас ждет в ближайшие 8 дней? Многие спрашивают, почему я беру нестандартные цифры. Наш серпентинчик такой красивенький. Объясню. Для меня это важно, что я почувствовала какую-то цифру. Вот кажется, я тогда вот делала расклад 11 дней. Кажется всем, почему 11? Спрашивают, почему? Потому что мне пришло, потому что у меня же работа связана не только с Таро, но и с ясновидением. И если мне пришло там, да, где-то в каком-то откровении, знак или сон, то я так и делаю, понимаете? Вот сейчас мне нужно было сделать на 8 дней для вас прогноз. Итак, первая карта. Карты Таро никогда не врут, помните об этом. Посмотрите на нее внимательно, что сейчас в вашей жизни происходит. Иногда я рассказываю, вам покажется, я говорю не то, но на самом деле просто смотрите на саму по себе эту карту. Вы увидите, что именно это, то, что в вашей жизни сейчас происходит, она показывает. Карта Мир. Здесь мы видим дерево, у него много корней, много веток. Все это извивается и сплетено, да, вот такое большое дерево, многолетнее, может быть даже вековое. Вот это дерево, мир, да, мир. Многие, кстати, народы мир изображают в виде дерева. Оно символизирует сейчас вашу жизнь. Это у вас жизнь единая с Вселенной, космосом, с Землей. У вас очень длинные корни. Это значит, что и силы рода у вас большие. И укрепление в жизни большое. Вы очень держитесь за эту жизнь, очень держитесь за этот мир. И, соответственно, вы человек крепкий. Вам покажется, вот там болезни, трудности, проблемы, они есть у всех. Но есть люди, как кремень, как ствол этого несгибаемого дерева. Весь витой ствол, но попробуй его согни. Ничего-то у тебя не выйдет. Попробуй выдерни его корни. Ничего, опять не получится. Попробуй рубить это дерево, ты его срубишь, это понятно. Но это дерево потом может пустить ростки, потому что оно очень живучее. Вот мир, вот это дерево, да, такое вот плетеное, витое, оно показывает вашу жизнь. То, что вы преодолели, может быть, очень много. Вот как прошли, может быть, огонь, воду, медные трубы, говорят. У вас большой опыт, и вы знаете, что вы все равно будете стоять, несмотря ни на что. У вас есть твердая жизненная позиция. У вас есть устойчивое мнение о каких-то вещах. Возможно, вы даже профессионал в своем деле, семьянин или там, не знаю, мама нескольких детей, но это не важно, кто вы. Важно, что вы уже знаете, кто вы. И важно, что вы не поменяете то, что, кто вы есть, вот не будете менять там каждые 5 минут, да, как перчатки меняют люди амплуа. Потому что это уже не ваше амплуа. Вы тот, кто вы есть, и вы не играете никакой роли. Вы играете себя в жизни. Вот что такое карта мира. Это единение с нашим космосом, со Вселенной и с Землей. Это человек, который понял суть бытия, понимаете? Вот такой колоссальный опыт приобрели с помощью больших жизненных испытаний и трудностей, конечно же. Просто так карта мир вот кому-то на сейчас состояние такое не падает. Но карта мир также всегда показывает, что у человека начинается следующий этап жизни. Он подвел итоги своей жизни, он понял, что многое преодолел, но ему нужно ставить новые цели. И да, он чего-то уже добился, но следующий этап тоже идет. И, конечно же, сейчас в жизни у вас будет все по-другому, потому что вы сознательно будете ее менять, выходить в новую эру. Так, хорошо, давайте посмотрим. Вот я вам сейчас скажу с помощью карт Таро, а что же будет в вашей жизни в течение 8 дней с момента вашего просмотра.
Между прочим, вот каждый же открывает это видео в разное время. И для каждого это свои 8 дней. Именно поэтому мои видео так часто сбываются. Потому что карты Таро, они никогда не врут. Если вы их видите, значит, они вам показывают ваше будущее. Смотрите внимательно. Смотрите на саму карту. Хорошо, давайте вытаскиваем 5 карт. То, что я вам скажу, сейчас сбудется в течение 8 дней. Здесь у нас вышла карта повешенный. Повешенный. Королева кубков. Сила. Четверка кубков. Карта мага. У вас есть карты, как говорят, позитивные. Есть карты не такие позитивные. И мы сейчас постепенно будем описывать ваши 8 дней. Вот смотрите. Первая карта – это повешенный. Вообще аркан Таро повешенный – это очень сложный аркан. Конечно же, и в каждой колоде он выглядит по-разному. Вот в этой колоде он выглядит именно так. Эта карта показывает, что идет для кого-то наказание. Вы, может, даже будете воспринимать, что кто-то является для вас наказанием. Или что ради чего-то, что в вашей жизни очень необходимо, придется пожертвовать большим чем-то, очень большим, важным для вас. Карта очень часто показывает, что в вашей жизни кто-то мешается. Ну, вот повешенный, да, это как бы с одной стороны жертва, а с другой стороны карта, говорящая, что вот как бы кто-то перед тобой, ну, вот висит, да, зависшая ситуация. И ты не знаешь, а что с этим делать, да? Что с этим делать? Это вызывает какое-то, даже как отвращение, вот в назидание, в показуху. Вот перед тобой кто-то есть, и он не может так просто взять и выйти из твоей жизни. Карта говорит о том, что вам придется с кем-то мириться, с чем-то мириться, что вам не совсем нравится. И понять о том, что вот у вас есть забота, у вас есть кто-то, о ком вы должны заботиться, ради кого вы должны что-то делать. Вам не хочется это делать, но и без вот того, чтобы взять и пожертвовать ради этого человека собой, вы тоже не можете. Вы без этого не можете. И да, это обуза ваша, зависшая ситуация, она пока не так быстро разрешается. Что-то вот повисло и все. И, конечно, так быстро вы из этого не выпутаетесь. Но рядом у нас стоит замечательная карта «Королева кубков». Карта Таро «Королева кубков», чем она замечательна? Тем, что она русалка, да? Русалка. Она интересуется всем, она живет в море, она дружит с рыбами и черепахами, она свободна, в принципе, она свободна, она неординарная личность, она очень чувствительная. Так вот, есть женщина какая-то в вашей жизни, или будет в ближайшие 8 дней, возможно, знака воды, или просто связанная вот с неординарностью, свободой, мягкостью и умением воспринимать. Вот она что-то для вас сделает, чтобы выйти из этого вот какого-то подвешенного, неразрешимого состояния по отношению к тому человеку. Вот вы знаете, после повешенного идет королева кубков, такая гармоничная, приятная, такая нежная, заботливая, интересующаяся, да, легкая русалка. Вообще русалки — это мистические, да, мифические существа. И иногда они могут исполнять желания. Вот и вам идет помощница, чтобы разрешить эту ситуацию. Я не говорю, что она за 8 дней у вас прям полностью разрешится. Не могу вам этого гарантировать. Но чем-то она начнет вам помогать. И что-то она такое светлое для вас сделает, такое что-то вот как отдушина идет.
Да, вот вы для кого-то или для чего-то вот сейчас в состоянии жертвы находитесь. Да, это не так просто из этой жертвы выйти. Но у вас будет отдушина в виде женщины или девушки. Может, она вам доброе слово элементарно скажет. Может, еще что-то. Вот, как будто бы, может быть, как, не знаю, подскажет выход из этой ситуации. Но мне кажется, как будто бы повешенный в вашей жизни это все-таки как мужчина. Ну вот мне так кажется, потому что это мужской образ всегда. Ни разу не видела, ну нет, видела в паре там тройки колод, что это женщина, ну там женские колоды, да. А чаще всего это, конечно, мужской какой-то образ. Вот, поэтому, может быть, в подвешенное состояние вас вводит именно мужчина, а женщина помогает разрешить эту ситуацию. Так, ну хорошо, давайте посмотрим карту сила. Здесь история есть такая, история в этой карте, она мощная очень. Здесь приготовили товарища к расстрелу. Вот просто взяли и приготовили его, представляете, убить, расстрелять его приготовили. Что он сделал? Он взял цветы и каждому в дуло этого ружья вставил по цветочку. Почему он так поступил? Потому что он светлый человек. Он показал им свою доброту. Он показал, что не все решается в этой жизни кардинальным образом. Не каждый раз нужно кому-то угрожать, чтобы решить вопрос. Нужно быть милым и добрым. Карта светлого человека, карта вообще жизненного света. Она показывает, что в вашей жизни будет момент приручения. Бывает такое, что ты с кем-то, ругаешься, конфликтуешь постоянно, и ты не знаешь, что с этим делать. А делать с этим одно. Вставляй цветочки в дуло оружия. И ты поймешь, насколько на самом деле это легко решаемый был вопрос. Ни с кем не вступайте в грязные дрязги, конфликты, стрессы. Не оскорбляйте, а постарайтесь быть добрым человеком. Карта говорит, что кто-то проявит к вам доброту, и вы можете к кому-то проявить доброту. Карта всегда показывает приручение вот это, да, то, что ты, для кого-то мог явиться светлым, или для тебя кто-то явился светлым, а ты на него нападал, там, наезжал. Вот у вас будет ситуация в ближайшие 8 дней, когда вы вот это поймете, что все решается в этом мире только добром. И когда люди видят чистоту души, доброту, они не могут устоять перед этим. Даже самые злые и коварные люди, самые гадкие и противные, когда видят настоящую чистоту души, они не могут устоять перед этим. Вот здесь вот эта карта вот этой чистоты. Над ним знак бесконечности, потому что он является прозревшим, он является святым. Вот проявите святость. Я думаю, что у вас будет такая возможность загасить какой-то кардинальный конфликт. Дальше мы видим 4 кубков. Здесь котик играет. И стояли, значит, рюмочки. И он решил лапкой эту рюмочку одну сбросить. И она полетела. Она сейчас разобьется. Кто-то проявит в ближайшие 8 дней неосторожность в вашей жизни. Или вы сами. И да, что-то может сломаться, разбиться. Кто-то будто бы этим поиграл, а оно уже сломалось, да. У меня вот так сын поиграл на позапрошлой неделе. Раз телефончиком поиграл, случайно его уронил, и все, и нету телефончика. Вот тут то же самое. Случайно из кармана вот у него выпало, да, вот тут то же самое. Вот можно уронить в унитаз, с удовольствием я роняю всегда в телефон в унитаз, или в ванну, или в тазик с водой, или в раковину, хоть куда могу уронить. Вот это называется человек рассеянный с улицы бассейной. Но здесь вот именно он целенаправленно. Он сам вот может и неосознанный котик, у него нет такого сознания, как у человека. Но играет-то он как раз-таки с целью испортить, да. Поэтому вот задумайтесь, кто что может сломать, сразу поберегите, потому что это риск. И последняя карта – это карта мага. Карта мага показывает сову, у которой есть ключ. Так вот, конечно, давайте мы ее просто выбросим и все.
Как же она упала, вот не знаете? Ой, сову, у которой есть ключ. Вот этот ключ – это очень важный момент. Вы в ближайшие 8 дней найдете к чему-то ключ, подход, да, открытие. Как решить эту проблему? Кто-то может вам очень мудрый подсказать это решение. Или вы, наконец, поймете, как вам нужно действовать, как нужно себя вести, как решать ваши какие-то задачи в жизни. Потому что, ну, ключ вы подобрали, да, нужно открыть замочек и все. Сова вам принесла, то есть помощник все равно есть какой-то. Карта всегда показывает яркую самостоятельность, проявленную инициативу, лидерские качества. И, конечно же, человека, ну, который может сыграть в этом роль. Поэтому вот в ближайшие 8 дней знайте, что скоро что-то у вас прям такое карты Таро пообещали открыть. Ну, может быть, вы долго не могли найти решение для какой-то вашей задачи, проблемы. Ну, вот такая вот у нас вторая позиция. А мы идем с вами дальше к позиции номер 3. Наш гавлитик. То, что я вам сейчас скажу, сбудется в течение 8 дней. Карты Таро вам все расскажут, все подскажут, да? А я их растрактую. Но смотрите и на сами карты Таро, потому что они никогда не обманывают. Я могу что-то растрактовать, сказать, да, вам это может не понравиться, или сказать не то, но смотрите и на карту. Карта-то все равно не врет. Итак, что сейчас в вашей жизни происходит? Двойка жезлов. Вы что-то измеряете или чертите с помощью циркуля. Но вообще, конечно, это больше похоже на вот этот, как он называется, или штангенциркуль. Нет. Вот, короче, какой-то циркуль, который измеряет и одинаковые расстояния может, да, отмечать с помощью иголочки на карте. Вот видите, у них его иголочки есть. И карта. То есть вы что-то себе на карте отмечаете. Что это может означать? Вы можете планировать что-то. Ну, например, путешествие. Смотреть билеты, переезд можете планировать. Вот в такой-то период, мол, я буду ехать куда-то или переезжать куда-то, или менять работу. Вот вы измеряете, вымеряете, и что-то вам нужно, вот какой-то план, да, составить. И сейчас в вашей жизни идет именно вот это созерцание. Что будет со мной дальше, да, вот спрашивайте себя. И пытайтесь измерить, пытайтесь спрогнозировать, что с вами будет. Пытайтесь отметить что-то для себя на карте. Мол, вот у меня есть цели. Я хочу этих целей достичь во что бы то ни стало. И мне нужно составить план-то для чего? Для того, чтобы не совершить ошибку. Для того, чтобы быть полностью на коне, да, полностью, чтобы все получилось без каких-то препятствий. Карта говорит именно о том, что вы как бы и не решаетесь что-то пока сделать, а только начинаете. Это может быть начало бизнеса, начало кардинального переезда, там, не знаю, с одной квартиры в другую, или, может быть, из одной страны в другую, с одного города, там, смена работы. Но нужно обязательно все это взвесить, и вы как бы так вот в нерешительности застыли и просто измеряете. Карта Таро, она показывает здесь географию, да, что человек, он выбирает направление жизни. То есть вот тут у нас есть, значит, север, юг, запад, восток. Куда мне? Куда мне? Я запутался, я пока не знаю, вот оставить ли мне полностью свое прошлое и идти вперед, или еще нет. Хорошо. Такое немножечко у вас вот состояние, да, когда человеку что-то интересно, и он что-то изучает. Давайте посмотрим, что же вас ждет в ближайшие 8 дней с момента вашего просмотра. Карты Таро не врут. Они всегда говорят как есть. А вы в какой-то момент вот в своей жизни открываете это видео. Итак, 5 карт достаю. Так, первая карта Таро у нас колесница, старший аркан. Вторая — тройка пентаклей. Дальше идет 8 кубков. Следующая карта — 5 пентаклей. И последняя карта — это 8 жезлов. Так, ну, карты здесь у нас рассказывают. Смотрите,
колесница, да. Вот второе, колесница, это всегда куда-то поездка, командировка, переезд, движение, машина, транспорт, самолет даже, может быть, что угодно. И вот помните, я вам говорила, у вас, говорю, двойка жезлов падает, вы как будто планируете по географии, да, здесь пройтись какое-то путешествие. Вот колесница – это карта, говорящая об отъезде и о том, что вы можете действительно куда-то отправиться в ближайшие 8 дней. Или эта перспектива вот этого отъезда, она нарисовывается уже более четко. И кроме дороги, карта может показывать очень сильное продвижение вперед, а также покупку транспорта. Может быть, вы намечали купить себе автомобиль, и тогда карта говорит, что вы купите или сдадите на права. Она в любом случае показывает яркость жизни, достижение целей. И то, что вы руководите повозкой своей жизни, то есть вы управляете своей реальностью и знаете, какое направление вам лучше выбрать. То есть ваши планы, они действительно начнут воплощаться в жизнь, правильно же? Раз у вас выпала сразу же первой картой колесница, конечно же, это говорит о том, что ваши планы все будут воплощаться в жизнь. Колесница целеустремленная карта Таро. Она всегда говорит о том, что человек добьется того, что он хочет, потому что он лидер. И потому что у него есть очень много силы, очень много мощи. Такой человек является подсознательно всегда руководителем и хозяином жизни. И, соответственно, раз вы так сильны, и вы такой лидер, у вас все получится. Сейчас, может быть, вы еще и нерешительны до сих пор, потому что билеты не купили, да? Но как только купите, начнете сразу действовать. Следующая карта у вас тройка пентаклей, извиняюсь, неправильно сказала. Карта показывает пчелок, которые работают в улье. Конечно, эта карта говорит о высоком профессионализме и о том, что вашу работу ценят все окружающие. Вам придется много поработать в ближайшие 8 дней, но эту работу оценят по достоинству. Вы буквально попадаете в улей, где каждый делает свое дело. Может быть, вы туда и поедете, да? Может, это связано с работой для вас. И, конечно, работы будет не впроворот, очень много. Также, если вдруг вы куда-то переезжаете, вам придется по дому, например, работать. Как пчелки трудиться вместе со своей семьей или окружающими людьми. Многие сейчас переезжают ради заработков в более благоприятную страну или город. И там, да, там вас заставят работать. Вы же хотели больше денег. Так вот, придется попахать. Как пчелка буквально, да, поработать в ближайшие 8 дней точно придется. Следующая карта у нас 8 кубков. Здесь у нас лодка, она покидает родной берег. Кубки разбиты, потому что они этому человеку больше не нужны. Вот у вас все было. Вот карта говорит, все было на том месте, где вы жили, но все разбилось. И вам нужно будет перемещаться, уезжать или менять что-то в своей жизни кардинально. Переходить из одного состояния в другое. И эти 8 дней, они полностью окрашены этим. И вы уже знаете об этом, скорее всего, что ваша жизнь будет меняться, и вам придется ее менять из-за чего-то, что явилось для вас, возможно, внешним обстоятельством. Карта 8 кубков четко показывает отъезд. И получается, мало того, что вы поработаете, может быть, вы поедете дальше, еще куда-то. Или совершите множество каких-то передвижений для чего-то. Интересно. Я вижу здесь как будто бы 2 дороги, да? Дальше я вижу 5 пентаклей. Здесь мы видим яблоки на дереве, но их как-то вот что-то мухи, да, атаковали. Вот есть у вас урожай вроде как, но его кто-то портит. В ближайшие 8 дней на ваши денежки могут покушаться. Заработали вы денег, вот представим эту ситуацию, да, заработали. А потом кто-то взял и захотел ваши денежки себе присвоить. Или повысили оплату на что-то, да. Или сказали, я забираю в виде алиментов. Или, может быть, нужно срочно отдать долг. 5 пентаклей всегда говорит о том, что да, вы зарабатываете, но денег все равно не хватает. Как будто бы что-то, как червячок, да, подъедает вас.
И говорит о том, что как ни зарабатывай, все равно пока есть денежные проблемы. Однако и заработок у вас все равно есть. И проблемы, да, они еще за 8 дней пока не решились. У многих сейчас кредиты, там, не знаю, всякие ипотеки и все такое. Естественно, за 8 дней нельзя разрешить этот вопрос. Мы же с вами не фантазеры. Но в любом случае, у вас какие-то подвижки идут к решению. Да, пока еще не хватает все загасить, но есть и успехи, да. Следующая карта у нас с вами восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов показывает танец у костра, ритуальный танец, а костер очень большой. Вот такое чувство, что вместе с кем-то вы что-то будете очень яркое делать. Вы будете очень активны. И, соответственно, слившись в один коллектив, вместе вы наводите большой костер. То есть энергетический такой всплеск идет. Это большие перспективы на самом деле в этой карте. Карта показывает эти перспективы, потому что люди объединились около этого костра. Они объединили свою энергию, и энергия становится все больше и больше. Вот вы с кем-то вместе что-то будете делать в ближайшие 8 дней, и это, естественно, продуктивнее, чем делать это в одного. И более того, конечно, вы отметите для себя свой успех, свое какое-то продвижение, вспышку в жизни. Будет много ярких моментов, много общения с людьми и обсуждение каких-то новостей, вот как будто бы. Разговоры вертятся вокруг одного и того же, но этих разговоров, очень много. Вот разговоры о каком-то вот таком ярком моменте, вспышке, костре, не знаю, столпе энергии огненной. Вот такая у нас третья позиция. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 4. Что вас ждет в ближайшие 8 дней? То, что я вам скажу, все сбудется, потому что карты Таро никогда не врут. И наш камушек Карнелиан. Итак, давайте посмотрим сначала первую карту Таро. Она показывает ваше настоящее. Даже если я, как вам кажется, рассказываю что-то не то, посмотрите на саму карту, и вы поймете, что карта отражает вашу действительность. Так, что мы здесь видим? Туз мечей. К вам приближается кто-то, а вы выставили меч. В защиту, может быть. Или вы нападаете. Что происходит? Вот я вижу здесь короля, который идет к вам. И у вас есть этот меч. Может быть, вы хотите отдать ему меч, а может быть, вы будете с ним сражаться. В любом случае, сейчас вы очень сильны в жизни. И вы дадите отпор любым противникам, врагам. У вас очень много энергии. Мысли у вас могут вертеться вокруг какого-то мужчины. И направлена энергия на этого мужчину. Вы знаете, иногда кажется, что ты хочешь кого-то, может быть, наказать. С другой стороны, это может быть срочный разговор, обличающий, да, то есть честный разговор. Иногда просто человек в состоянии прорыва по тузу мечей. Он хочет кому-то что-то высказать в лицо, а потом поменять свою жизнь. Карта острая, мыслей очень много в голове, но и появилось состояние честности к самому себе. Вы сейчас трезвы, вы сейчас отдаете себе отчет в том, что происходит. И даже если было какое-то предательство, кто-то носил маску, сейчас вы готовы обличать и говорить, как оно есть, в лицо. Вы прямой человек на сегодняшний день. И по-другому быть не может. Вам надоела фальшь. Соответственно, у вас может быть много идей, как изменить свою жизнь, как сделать ее более продуктивной, как больше зарабатывать. И все это записывайте, потому что в моменты стресса, в моменты кризиса бывают, правда, очень хорошие идеи, а потом вы их забываете. Записывайте обязательно. Итак, давайте посмотрим на Таро чернильные ведьмы. Что же произойдет в ближайшие 8 дней? И все, что я здесь скажу, все сбудется. Потому что карты Таро никогда не врут. Вы потом можете посмотреть, оглянуться на ваши 8 дней и посмотреть на эти карты. И вы увидите, что они все говорили.
Итак, выкладываем 5 карт Таро. Первая карта — рыцарь кубков. Вторая — девятка пентаклей. Дальше жрица. Следующая — рыцарь пентаклей. И четверка пентаклей. У вас, смотрите, прям 3 пентаклевые карты выпали на ближайшие 8 дней. Конечно же, это говорит о том, что для вас очень важны будут деньги. И эти деньги, скорее всего, вам придут. Или, ну, по крайней мере, будет много денежных перспектив. Карты-то хорошие. Давайте все-таки начнем рассказывать, что же вас ждет в ближайшие 8 дней, судя по предсказанию на картах Таро. Итак, рыцарь кубков. Естественно, сначала все идет не о деньгах. Карта рыцарь кубков всегда показывает любовь, отношения. К вам кто-то неровно дышит и протягивает вам кубок со своими чувствами. Он считает вас, ну, основным человеком в своей жизни, поклоняется вам, обожает вас, испытывает романтические чувства, сексуальную привязанность, мечтает о вас. Соответственно, это может проявляться в ближайшие 8 дней. Человек может писать любовные письма, говорить о любви, признаваться в любви, приходить к вам, звать на свидание, на встречу, проявлять инициативу. Вот что-то вы узнаете о том, что к вам кто-то вот что-то чувствует, любит, там, нравитесь, я не знаю, испытывает вот большое влечение. Вообще, карта рыцарь кубков, она всегда говорит о том, что очень такой, как сказать, в воздухе электричество, да, очень такой может быть бурный роман. И кто-то действительно вот, ну, заинтересован в том, чтобы с вами устроить любовное приключение. Вам покажется, что вы не в том возрасте, или ни с кем не общаетесь, или еще что-то. Но, может быть, вы не замечаете чьи-то чувства по отношению к вам и чьи-то мечты по отношению к вам. Есть люди, которые давно в браке находятся. Они говорят, ну какое может быть любовное приключение, если я уже там 35 лет в браке? Может быть. Вот знаете, что только не может быть в этом мире. Рыцарь кубков всегда говорит о том, что вы идете по пути своего сердца, и что кто-то вам протягивает кубок с чувствами, и вы даже как будто бы и не можете не взять. Вам кажется, вы можете отказаться от него, но это не так. Вам это льстит, и вы клюете на это. То есть в любом случае идет соблазн на то, чтобы среагировать на чьи-то чувства, даже если они сначала вам не очень милы. Следующая карта — девятка пентаклей. Она всегда показывает большое богатство и процветание. Ну как же я могу вам сказать, что в ближайшие 8 дней вы разбогатеете? Совершенно не могу так сказать. Но какие-то улучшения в финансовом смысле у вас вполне могут быть. Это карта богатой жизни, комфорта и процветания. Она иногда показывает, что вы будете даже просто любоваться окружающей действительностью. Она говорит о радостях в каждом дне и о том, что вы живете в благоденствии и говорите себе: я живу хорошо, у меня все отлично, я на волне изобилия, в деньгах мне везет. То есть вот у вас так идет, что вы довольны будете жизнью в ближайшие 8 дней. Уж явно очень довольны и благословенны. Карта может показывать посещение красивых мест. Она может говорить о том, что человек развивается культурно, идет в музей. Но в любом случае тогда у него есть на это возможность. Следующая карта у нас Верховная Жрица. В этой колоде она показывает шахматную партию. И эта шахматная партия всегда, ну, может быть как выиграна вами, так и проиграна. Все зависит от ваших ходов. Как вы пойдете, так и будет. Но я думаю, что, конечно же, выигрыш за вами. Вы проявите свой недюжинный ум и смекалку, и обязательно выиграете. Конечно, эта карта не только говорит о победах в шахматах, да? Она очень часто говорит о выработке стратегии, о ходах ваших.
То есть вы будете тщательно вымерять, а как вам поступить в ближайшие 8 дней. И поступите, я думаю, что так, как нужно. Карта говорит о том, что нужно кого-то обхитрить, потому что есть достойный противник, кто тоже хорошо думает над стратегией. И, конечно же, чтобы этого противника обхитрить, вам нужно, хорошо подумать, время, да, и хитрость, и, может быть, даже с кем-то посоветоваться. Вот всегда в этой карте есть некий момент такой тайны. Вот какая-то тайна в вашей жизни присутствует. И чтобы ее разгадать, нужно проявить ум, сообразительность, интуицию. И какая-то женщина может помочь в том, чтобы раскрыть эту тайну. Следующая карта у нас рыцарь Пентаклей. В этой колоде это вот этот восточный талисман, вот котик, который машет лапкой, знаете. Здесь вот, где я живу, он в каждом магазине стоит для привлечения удачи. У вас не знаю, но в любом случае это талисман привлечения денег. И если он вот так вот вам выпал, да, с курильницей и с тем, чтобы вот как-то махать, да, вот тут вот и привлекать, значит, вы привлекаете в ближайшие 8 дней к себе деньги, удачу, богатство, процветание. Конечно, карта говорит о денежном изобилии и о том, что у вас будет какой-то денежный прорыв, как бы успех, да. Могут заплатить за что-то, выдать премию, заработную плату в скором времени, да, то, что вам причитается. С другой же стороны, может действительно удача какая-то прийти к вам в жизнь, и наконец-то придут долгожданные какие-то, может быть, деньги, или те, которых вы вообще не ожидали. Карта намекает, а может быть, вам купить вот этого котика с качающейся лапкой себе и привлекать этим удачу на работе. Ведь никогда не пропускайте знаки на картах Таро. И смотрите, следующая карта у вас 4 пентаклей. После того, как вы денежки получите, вы будете как дракон над златом чахнуть. Что это значит? Вы ни за что не хотите эти денежки отдавать. Вы будете их стараться сэкономить. Так что в ближайшие 8 дней вас посетит жадинка. Вот, да, бывает такое, что до денежек дорвешься и не хочешь их так быстро тратить. Хочешь тщательно подумать о том, куда они у тебя уйдут. Хочется купить что-то правильное, хочется купить что-то, что принесет большую пользу, а не так просто выбросить денежки на ветер. Поэтому вряд ли вы кому-то скажете, что эти денежки к вам пришли. Так быстро вы не расколетесь. Сначала вы будете думать, куда же их вам потратить. И как же их с умом, да, куда-то применить. Между прочим, все карты заявили о том, что у вас много будет удачи и успеха. Так что радуйтесь, и все будет хорошо. Знайте, что это именно денежные, замечательные 8 дней, и проявите усилия для того, чтобы это все случилось. Никогда не сидите и не ждите удачу, что она постучит к вам в дом, а постарайтесь действовать, потому что карты вам показали ваши возможности, но действия, они всегда только за вами. И потом, через 8 дней, оглянитесь, зайдите в мое видео и посмотрите на эти карты, вот как они прям выглядели. Даже выключите звук, а смотрите только на карты, и вы поймете, что все сбылось. Вот такая у нас 4 позиция. Не забывайте, что нужно перейти еще к своему знаку зодиака. Я перемешиваю снова Таро чернильной ведьмы, чтобы погадать каждому знаку зодиака небольшой прогноз. Сделаем на Таро небольшой прогноз. То, что я вам скажу, сбудется в течение 8 дней. Вот прям хочется даже вот прям как-то так карты хорошо так перемешать, чтобы они не повторялись, да? Давайте прям хорошо перемешаем. Итак, наши знаки зодиака, вот они. Все по порядку лежат. Я то начинаю с рыб, то с овна. Вот сейчас с овна начну опять. Итак, наш Овен. Знак зодиака Овен. То, что я скажу сейчас Овну с помощью карт Таро, сбудется в течение 8 дней. Давайте смотреть. Вышла карта туз жезлов.
Здесь мы видим волшебную шляпу, и из нее вырывается очень много энергии и какого-то позитива, волшебства. Что-то волшебное произойдет в жизни овнов в ближайшие 8 дней. Вы поймаете свою удачу, вы проявите инициативу, когда возьмете шляпу в руки. То есть без вашей инициативы, поймите, ничего не будет, дорогие овны. Но вы и знак-то у нас один из самых инициативных. Поэтому я вам так хочу сказать, да, что сбудется что-то волшебное в ближайшие 8 дней, будет какой-то прорыв, будет действительно какая-то невероятная удача. Сначала поднимите шляпу, переверните ее вот так вверх и взмахните волшебной палочкой. Вы очень-очень удивитесь. Карта говорит просто о том, что вам нужно хоть какое-то действие начать, а дальше все сбудется. Так что, дорогие овны, карты вас, Таро чернильной ведьмы, благословили. И в ближайшие 8 дней вас ждет невероятная удача. А мы идем дальше. Теперь у нас тельцы. То, что я вам скажу, дорогие тельцы, сбудется в ближайшие 8 дней. Давайте смотреть, что же вам скажут Таро чернильной ведьмы. А тут у нас, значит, 8 пентаклей. Дорогим тельцам нужно будет очень хорошо поработать в ближайшие 8 дней. 8 пентаклей показывает, что работа будет кипеть, работы будет очень много, будет большой успех в работе, много клиентов, заказов там, я не знаю, хорошая продуктивность и, конечно же, доход. Поэтому, да, в ближайшие 8 дней вы можете получить, там, допустим, премию, заработную плату или любое другое денежное прибавление, может даже какие-то дивиденды или выигрыш. Конечно же, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Поэтому, дорогие тельцы, работайте сначала, чтобы заработать. У вас все получится, только если вы и правда будете что-то делать. А мы идем теперь к следующему знаку зодиака. Это близнецы. Дорогие близнецы, давайте посмотрим, что у вас ждет в ближайшие 8 дней. Карты Таро никогда не врут. Я вам сейчас расскажу. Итак, что ждет близнецов? А здесь у нас 3 кубков. Близнецы в ближайшие 8 дней будут очень сильно радоваться. Они будут счастливы. У них будет какой-то повод для праздника, для радости, для того, чтобы что-то отметить, собраться с друзьями, повеселиться. Вообще близнецы — это один из самых веселых знаков зодиака. И вы легки на подъем. Поэтому кто-то вас соблазнит на то, чтобы устроить посиделки, вечеринку, праздник, там, пойти в клуб, на дискотеку или на свадьбу. И вы обязательно пойдете. Соглашайтесь же, потому что это повод для радости. Вообще, конечно, 3 кубков показывает невероятную удачу. Поэтому, дорогие близнецы, загадывайте желание. Оно обязательно может сбыться, если оно не такое уж прям огромное, в ближайшие 8 дней. Эта карта счастливая, и вы будете счастливы. Замечательная карта 3 кубков. Я считаю, близнецам очень повезло. А мы посмотрим следующий знак зодиака. Это рак. Итак, то, что я скажу сейчас знаку зодиака Рак на картах Таро, сбудется в ближайшие 8 дней. Давайте же посмотрим, что это. Тут у нас Паж Пентаклей. Паж Пентаклей — это копилочка, и туда падает денежка. А это значит, дорогие раки, у вас будет денежное прибавление. Вот монетка к монетке, пусть и небольшое, но вы порадуетесь. Также по этой карте вы можете получить внезапный, неожиданный для вас небольшой подарочек, букетик цветов, может быть, или приятный сюрприз от близкого, от любимого человека, от подруги, друга, может быть, или еще от кого-то. Дорогие раки, карта замечательная. Она говорит о том, что это будут приятные сюрпризы в ближайшие 8 дней. Кто-то действительно решит вас обрадовать, решит сделать для вас что-то хорошее, светлое, или, может быть, даже какое-то замечательное предложение. В общем-то, 8 дней для вас будут явно счастливыми, денежными. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас Лев. То, что я сейчас скажу Льву, сбудется в ближайшие 8 дней. Карты Таро никогда не врут. Давайте смотреть. Итак, значит, дьявол в ближайшие 8 дней, дорогие львы, вы предадитесь любовным утехам, сексуальному влечению
и вас кто-то соблазнит на то, чтобы вы предались вот этой вот бурной страсти, причем даже может быть запретная любовь. Дорогие львы, вас действительно могут соблазнять. Вот, ну, у вас есть такая особенность, на самом деле, знака зодиака, что любое внимание к вашей персоне воспринимается вами очень остро, и вас могут увлечь, да, в какие-то отношения. На стороне даже может быть такое. Будьте осторожны, если вы хотите соблюдать верность вашему партнеру или партнерше, то знайте, что дьявол, вот он не дремлет, да, он будет вас пытаться совратить. Вот кто-то вас прям совращает. Могут писать какие-то письма, могут звать на свидание, строить глазки на работе, даже друзья, подруги, смотрите в оба. Более того, конечно, карта показывает именно что-то запретное. Что-то запретное. Запретный плод для львов очень сладок, вот всегда так было. И да, вам говорят нельзя, а вы прям ручки туда тянете. Поэтому смотрите, в ближайшие 8 дней для вас львы будут ого-го какие. И пусть это даже если не связано с любовными, сексуальными отношениями, это будет что-то запретное. То, что вы прям вот срочно берете себе. Не берите, не надо, не соблазняйтесь. Не стоит оно того. Вот такой вот ответ дали карты. Да что ж у меня сегодня прям все валится львам. Ну я прям разволновалась за львов, если честно. Так, а теперь смотрим, что ждет дев в ближайшие 8 дней. Карты Таро никогда не врут, они вам скажут то, что есть. Дорогие девы, то, что я сейчас скажу, сбудется за 8 дней. Помните об этом, смотрите. Вышла карта четверка мечей. Четверка мечей показывает, что что-то кроется под землей. Вот, дорогие девы, есть какая-то тайна, которая спрятана от вас. Здесь колода, она нестандартная, она не по уэйту сделана. И вы видите, да, что у нас все находится не на поверхности. Вы видите только мечи, торчащие на поверхности. Все, а внутри-то там и плоды, и корневища, и жук. И вот у вас есть такое что-то, да, то, что от вас сейчас скрыто, дорогие девы. И в ближайшие 8 дней вы, скорее всего, это раскопаете и все узнаете. Есть какая-то тайна, которую давно-давно пора девам узнать. Она может быть и не совсем для вас приятной, эта новость. Но вы не можете больше жить с закрытыми глазами, так скажем. Перестаньте закрывать глаза на действительность. Вам нужно докопаться до истины. Кто-то, что-то, причем из близких или из тех, кто является вашими соратниками, коллегами по работе. Вот кто-то что-то скрывает от вас. И вам надо докопаться, узнать, а потом будет в жизни большое изменение. Пока что все тишь да гладь, да Божья благодать, кто-то молчит. Но если вы надавите, да, то у вас вылезет вся правда наружу. Ну вот такой ответ дали карты девам. Следующий знак зодиака — весы. То, что я вам сейчас скажу, дорогие весы, на картах Таро погадаю, сбудется в течение 8 дней. Давайте смотреть для вас карту. Я здесь вижу короля пентаклей и какой-то большой бонус, да, вот в игре, наверное, там в покер или во что-то еще такое. Я в карточных играх не понимаю, я только в гаданиях понимаю. Но даже если бы в гадании вышло 4 короля, я бы сказала, что это к большой удаче и мужскому обществу, мужскому вниманию, да. Карта говорит в первую очередь, дорогие весы, что вы выиграете, что у вас будет большое денежное прибавление. Оно может неожиданным для вас. Оно может быть, его источником может быть мужчина, то есть подарок от мужчины или денежное прибавление в связи с мужчиной. Но также это просто может быть денежное прибавление, выигрыш, крупная сумма или большая премия на работе, большой куш в бизнесе, когда дорогие весы могут просто брать и зарабатывать сейчас, потому что время пришло. То есть могут пойти прям клиенты вереницей или какие-то заказы, понимаете? Все зависит от специфики вашей работы.
Кто-то там, не знаю, репетиторством подрабатывает, кто-то делает маникюр на дому, кто-то работает там с переводами или еще что-то. Ну вот у вас идет прям много как будто бы денег, большой денежный оборот. И, соответственно, какие-то большие денежные операции могут проводиться в этот период. Ну, там, не знаю, крупные сделки, покупки большие, дорогие вещи, можете себе покупать дорогие весы. Поэтому дорогие весы, дорогие вещи. Почему я все время говорю дорогие весы, как вы думаете? Потому что весы очень любят богатые вещи, да, которые элитные. Они покупают себе все самое-самое-самое дорогое. Вот у кого лежат дома самые крутые вещи, как вы думаете? У весов они лежат дома. И драгоценности вы любите, и очень хорошую одежду, да, обувь. Поэтому я подчеркиваю этот момент, что король Пентаклей тут выпал совсем-таки по адресу. Денежки волнуют вас больше всего, и вот денежное это прибавление и будет в ближайшие 8 дней. Так, а мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас Скорпион. Скорпион. Что вас ждет, дорогие скорпионы, в ближайшие 8 дней? Что за сюрпризы преподнесет вам жизнь? У меня муж скорпион. Вот сейчас узнаю, что тебя ждет, Владимир Николаевич. Ну и остальных скорпионов тоже. Что же ждет в ближайшие 8 дней? Карты Таро не врут. Они сейчас все про вас скажут, скорпиончики. О! Колесо фортуны. Так, дорогие скорпионы, у вас в ближайшие 8 дней что-то по судьбе такое, прям вот прорыв какой-то, как перемены большие. Жизнь разделится явно на до и после, что-то произойдет такое яркое. Может вам очень сильно повезти, да, в жизни, а может произойти что-то совершенно нестандартное. Например, дорога. Ну вот взяли скорпионы и все куда-то поехали. Так, выделяем на всем земном шаре скорпионов, и все они куда-то едут. Представляете, какой будет бум? Но на самом деле нет, конечно. Просто могут быть кардинальные перемены. Колесо фортуны крутится, и оно на вашей стороне. Поэтому сейчас удача на вашей стороне, вам может очень крупно повезти. Но я не советую скорпионам никогда играть в лотерею и все такое прочее, потому что уж это точно не ваше. Однако, да, везение, удача на вашей стороне и большие перемены. Может быть, в лучшую сторону. Что-то такое прям ого-го будет, невероятное. Может быть, жизнь начнет стремительно идти. Событие за событием, и вы не будете замечать даже эти 8 дней ближайшие. Ну, вот такой ответ дали карты Скорпионам. Что-то прям такое мощное будет. Так, хорошо. Идем дальше к стрельцам. Вот сын у меня стрелец. Что вас ждет, дорогие стрельцы, в ближайшие 8 дней? Давайте-ка посмотрим. Что же ждет в ближайшие 8 дней? Смотрим на картах Таро. Дорогие стрельцы, сейчас мы все узнаем. Рыцарь кубков. Рыцарь кубков – это признание в любви или, по крайней мере, любовное увлечение, которое является взаимным. Стрельцы, вы идете у нас не по денежной линии, а по линии сердца. В ближайшие 8 дней для вас будут именно посвящены личным отношениям. Вы будете поглощены каким-то романом, любовью, любовной перепиской, признаниями, свиданиями. И, конечно, может быть, кто-то объявится в вашей жизни и сделает, не знаю, какие-то заявления. Предлагает вам кто-то любовный кубок. А будете ли вы пить, стрельцы? Вот в чем вопрос. Может быть, стоит как вот залпом-то его опрокинуть и пуститься в любовный пляс. Ну, вот такой ответ дали карты стрельцам. Да, любовное приключение у вас будет. Отношения развиваются. Следующий знак зодиака – это Козерог. Это я. Что же ждет Козерогов в ближайшие 8 дней? Что там такое будет у вас? Карты Таро никогда не врут. Посмотрите внимательно на карту, чтобы понять, когда оно сбудется, что это было именно оно. Паж мечей. Ну, здесь у нас посвящение идет, да. То есть дорогих козерогов будет кто-то посвящать в рыцаре круглого стола. И, ну, вам придется
совершать потом действия, активные действия. Вы же будете теперь исполнять что-то, вот, да, какую-то роль, которая для всех очень важна. Ну, что это может быть? Кто-то вам поручит что-то сделать, и вы это сделаете действительно со всей честью и достоинством. Кто-то может вас попросить о чем-то очень важном для себя, и вы не подведете, дорогие козероги. Вы исполните все на 5 с плюсом. Карта говорит о доверии. Кто-то вам будет доверять что-то, передавать какие-то полномочия, и вы не можете от них отказаться. Вот взять и развернуться сейчас с этого посвящения, уйти никак не получится. Вы теперь настоящий не паш уже, а будете уже рыцарем, да, и назад дороги нет. Это, естественно, клятва, а эту клятву придется исполнить. Ну, вот такой ответ дали карты Козерогам. А мы идем с вами дальше к знаку зодиака Водолей. Что ждет Водолеев в ближайшие 8 дней? То, что я скажу, все сбудется. Достанем вашу карту Таро, дорогие Водолеи. Давайте узнаем, что же там такое вас ждет. А здесь у нас 6 мечей. Вы куда-то отплываете, дорогие Водолеи. Очень вероятная карта для дороги, да? Для перемещения, для покупки автомобиля или транспортного средства, для постоянных разъездов, может быть, постоянного движения вперед. Вообще 6 мечей иногда показывает уход от проблем и трудностей, дорогие Водолеи. Но не прячьте голову в песок, а постарайтесь действительно решить, и проблема, чтобы отпала. Да, эта карта часто показывает, что вы именно избегаете уже столкновения с этой проблемой и находите для себя более такое приятное решение, и которое, ну, может быть, всем понравится. Иногда просто сбегаете, если честно, по этой карте. В любом случае, иногда карта показывает даже переход, там, не знаю, с одного места работы на другое, с одной должности на другую. Вот с одного места, как перетекаете на другое, да, на лодочке уплываете. Поэтому вот посмотрите, что у вас будет, да, дорогие Водолеи, а потом напишите уже через 8 дней, как проигралась 6 мечей для вас. В любом случае, она всегда говорит о том, что вы куда-то двигаетесь. Вот. Хорошо, идем дальше. Последний знак зодиака – это рыбы. Что ждет наших рыбонек в ближайшие 8 дней? То, что я вам скажу, все сбудется. Карты Таро никогда не врут. Давайте посмотрим. А здесь у нас выпала 7 мечей. Помните благословение высших сил в самом начале видео? И вот эта же карта выпала рыбам. Это же очень интересно. Карта показывает меч в камне и раскол. Она говорит о том, что кто-то очень сильный появится в жизни рыб, и он способен вытащить меч из камня. Однако жизнь после этого делится на до и после. Все меняется. В вашей жизни может появиться кто-то, кто действительно вносит большие перемены. Более того, вас может осенить какая-то идея или невероятная новость. И эта новость действительно меняет все вокруг вас. Карта 7 мечей показывает именно раскол. Что такое раскол? Это когда вы точно уже знаете, кто является вашим другом, а кто врагом. И убеждаясь в этом, назад дороги вы уже иметь не будете, дорогие рыбы. Карта откровений на самом деле. Она говорит, да, было что-то скрыто, какая-то сила, но эта сила вырвалась на свободу. Тот, кто достанет меч из камня, будет действительно королем. И в вашей жизни этот человек появляется очень-очень скоро. И может быть это тот человек, которого вы уже знаете, но он очень силен. А может быть это новый человек. Обязательно напишите, оглянувшись назад через 8 дней, как проигралась эта карта для рыб. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите свое мнение о Таро чернильной ведьмы. Всем пока и до новых встреч!